Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу вам об универсальном зарядном устройстве, которое продается под брендом HTRC. Это устройство HTRC модель P30. Купил я его на маркетплейсе AliExpress. Цена его около $80. Но поскольку сейчас это видео выйдет в период проведения акции AliExpress Черная пятница со скидками 80%, то если вас это устройство заинтересует, вы сможете его найти и значительно дешевле. Все полезные ссылки из этого видео будут находиться в описании к этому видео, в том числе ссылка на само устройство. Вот, сможете перейти и приобрести его. Также скажу, что покупал я это устройство с помощью мобильного приложения AliExpress. Рекомендую вам им пользоваться, потому что с его помощью покупать намного удобнее. Плюс можно получить дополнительные скидки. Итак, продолжим и начнем мы представлять это устройство. Значит, с самого начала, собственно говоря, с упаковки. Вот она перед вами, красивая белая продажная такая упаковка, коробочка, будет красиво выглядеть на витрине. В общем, коробка классная, может заинтересовать покупателя. Поставляется на комплекте понятно, с инструкцией. Инструкция полезна, рекомендую ознакомиться. Внутри есть специальное приспособление, которое позволяет закрепить устройство, и оно в процессе транспортировки не повредится, приедет к вам целым и аккуратным. Максимум, что может быть, это могут погнуться немножко уголки коробки. На самой коробке есть базовая информация об устройстве. Так, само фото устройства. Тут показано две модели. И вот базовые характеристики P20. Мы рассматриваем P30. Теперь давайте перейдем к самому устройству. Так вот оно выглядит. Минуточку. Чик-чик. Начнем мы, давайте, пожалуй, с длины наших проводов. Многих эта тема интересует. Многие жалуются на то, что устройство недостаточной длины, и приходится придумать какие-то удлинители. Тут такой момент, что производитель не может сделать бесконечно длинные провода, поэтому вот как есть, но в принципе у этого устройства длина проводов вполне внушительная. Вот сетевой кабель, длина навскидку 1,5 метра, может быть даже до 2, что в принципе очень хорошо. Также длина самих проводов клещей для подключения к аккумулятору тоже где-то не менее метра, да. Толстый кабель, что говорит о том, что сможет передавать сильный высокий ток и напряжение. Клещи выглядят вот так вот. Судя по цвету, можно предположить, что они медные, либо с медным покрытием. Вот так они выглядят. Единственное, что они покрыты пластиком, да, и в таком варианте, мне кажется, что если будет какие-нибудь погодные условия, там мороз, то этот пластик может и лопнуть, но я не уверен, то есть вполне это мои догадки, да. Я думаю, что будет все хорошо работать, тем более я уже пользовался, все нормально. Далее давайте перейдем к нашему корпусу. По поводу сборки, качества материалов, тут все, как всегда, на уровне, по сравнению даже с другими моделями зарядных устройств. Пластик жесткий, крепкий, ничего не скрипит, не люфтит, все держится, да. Давайте покажу. Тут у нас, смотрите, так, ручка, чик, можно поднимать, наклеечка с описанием базовых характеристик. Значит, экран, тут у нас ножки подставки, подставочек таких выкидных нету, обычные ножки. Вот, далее смотрим. Задняя сторона, у нас есть такая задняя панель, здесь у нас цепляются наши крокодильчики. Есть у нас прорези для проводов, можно себе это все красиво скоммутировать, чтобы было удобно, ничего нигде не дергалось, не отлетало.
Плюс здесь у нас пространство, в котором можно намотать наши провода, тоже для того, чтобы они просто так не болтались. В принципе, неплохое решение, такой хороший, достаточно рабочий вариант. Так, по поводу крепления клещей, это у нас происходит вот таким образом. Раз и... Так. Раз и два. И вот у нас все красивенько, да, устройство рабочее, клещи на месте, ничего не болтается, удобно, практично. Так, теперь что, поговорим об охлаждении. Есть у нас основные прорези охлаждения здесь и здесь. Здесь у нас установлен вентилятор, и по ходу он во время работы протягивает охлажденный воздух через устройство, и таким образом происходит охлаждение. Я пробовал заряжать в максимальном режиме, и устройство показывало температуру где-то максимум 44 градуса. При комнатной температуре там где-то 21-22 градуса. Вот. В принципе, с охлаждением все нормально. По шумности. Если заряжаете, здесь стоит умный контроль вращения. Если ваш аккумулятор низкой емкости и вы заряжаете при пониженном токе режиме, то будет тихо работать. На максимальном режиме будет работать шумно, и причем ощутимо. В принципе, это как бы адекватная работа, да. Так оно и есть. Теперь давайте поговорим об общих характеристиках устройства. Значит, из плюсов, что можно сказать, это устройство поддерживает аккумуляторные батареи 6-вольтовые, 12-вольтовые и 24-вольтовые. Поддерживается фактически весь спектр разных видов аккумуляторов, как свинцово-кислотные, там разные гелевые, IGM, так и литий-ионные, литий-железофосфатные. По поводу литий-железофосфатных батарей рекомендуется использовать зарядку через BMC. То есть батарея ваша должна иметь BMC. Это плата, которая контролирует режим зарядки. Вот. Добавлю, если спросите, можно ли использовать заряд батареи литий-железофосфатной без BMC. Можно, но есть нюанс. Вам придется постоянно контролировать процесс зарядки и замерять мультиметром напряжение на каждой банке. И, в общем, можно, но зарядить полностью максимально вряд ли удастся, потому что можно просто проскочить момент, когда батарея может перезарядиться. Поэтому рекомендуется использовать с BMC, но если нужно срочно и BMC нету, как, например, у меня, то можно, в принципе, и без нее, но это будет на ваш страх и риск. Далее, что еще скажем? Тут устройство само автоматически определяет тип батареи и ее текущее состояние. Тоже напряжение батареи определяется автоматически. Эта информация выводится на экран. Есть 3 режима работы зарядки. Это у нас, значит, если низкий режим, то выдает при 6 вольтах 2 ампера, при 12 3 ампера и при 24 вольтах 5 ампер. В среднем режиме при 6 вольтах 5 ампер, при 12 до 15 ампер, при 24 до 10 ампер, и в высоком режиме при 6 вольтах до 10 ампер, при 12 вольтах максимально 30 ампер и при 24 16 ампер. Также рекомендуется подбирать соответствующий режим зарядки для емкости батареи. Не рекомендуется использовать для батареи низкой емкости какой-нибудь средний либо высокий режим, потому что есть риск повредить батарею. Поэтому, соответственно, выбирайте емкость батареи и режим согласно инструкции. И плюс характеристикам, которые указал изготовитель вашей аккумуляторной батареи. Также устройство может похвастаться тем, что у него есть 2 режима работы экстремальных, назовем их так: летний режим и зимний режим. Летний режим включается, и на индикаторе будет показано, если температура внешнего 28 градусов,
тогда будет корректироваться режим зарядки, а зимний режим тоже будет указан, это менее 10 градусов температура. Тоже полезно, многие в комментариях к зарядным устройствам спрашивают, если у них там такие режимы, да, у этого устройства есть и работает оно именно так. Устройство также использует высокочастотную зарядку, что позволяет эффективнее заряжать батареи, плюс продлить их срок службы. Устройство использует режим заряда с 9-уровневой, один из которых это десульфатация, да, что опять-таки позволяет продлить срок службы аккумуляторной батареи. Вот. Что еще? Понятно, что есть режимы защиты от короткого замыкания, от смены полюсов, если вы перепутаете, от перезаряда, то есть теоретически, если вы вдруг в каком-то моменте не проконтролируете зарядку аккумулятора, то устройство само отключится. Да? Вот. Далее, устройство во время заряда потребляет при нагрузке до 420 Вт, берет от сети. Вес устройства, ну, если без проводов и наших клещей, то где-то 1,5 килограмма. Вот. Что еще добавить, чтобы я ничего полезного не забыл? Ну, в принципе, да, по характеристикам все. Теперь давайте я вам покажу, как оно работает в рабочем режиме. Для этого буду использовать сборка 12-вольтовая литий-железофосфатная, 100 ампер. Тут у меня 4 секции IF LF100LA. Да. Вот. Аккумулятор, ну, наверное, он сейчас у него состояние, он где-то процентов на 90, 80-90 заряжен. Да. Поэтому будем учитывать показания, которые показывает наше зарядное устройство. Плюс многие пишут часто в комментариях, что они там делают замеры, и устройство якобы выдает не тот ток, который они ожидают. Но тут нужно понимать, что вы когда делаете замер, вообще с ваших комментариев непонятно, какой у вас тип аккумулятор, непонятно режим. И нужно понимать, что устройство во время зарядки не во всем этом периоде выдает максимальный ток. Тут есть, значит, десульфация режим, там будут свои параметры, потом старт мягкой зарядки, там будут свои параметры, там абсорбирующая зарядка, там будут свои параметры, потом будет тест батареи. И когда вы это пишете, непонятно, в какой вы момент снимаете показания, поэтому многие ваши, скажем так, замеры, они просто неадекватны. Вот, поэтому учитывайте, что, ну, то, что я сказал. Также по поводу точности измерений, ну, у меня мультиметр позволяет замерить до 10 ампер, больше нет возможности, нету соответствующего устройства. И я замерял зарядку батареи низкой емкости, получалась точность между тем, что показывало устройство, и тем, что показывал индикатор, 0,2 ампера. В принципе, это довольно неплохой результат. Что ж, давайте подключим, перейдем к практике. Так, нужно еще сказать порядок подключения устройства. Ну, изготовители рекомендуют, и в инструкции указано, что нужно вначале подключить к сети, а потом накинуть клещи, накинуть к сети, выбрать режим и накинуть клещи, и устройство включится автоматически, начнет процесс зарядки. Так, давайте включим. Так, есть. Итак, вот так выглядит экран, вот так выглядит изображение. К сожалению, весь экран включить, все разные опции, которые показывает экран, нет возможности, потому что, ну, мне обработать все режимы работы устройства нереально, да. Но приблизительно общее впечатление сможете получить. Итак, у нас основной пульт управления, это вот единственная кнопочка, и вот режимы, да, мы переключаем. Есть низкий режим 3 ампера, да, обозначен, средний 15 ампер и высокий high до 30 ампер, да.
Здесь у нас показывается текущее состояние батареи, там 25, 50, 75, 100%. Здесь у нас будет показывать напряжение аккумулятора, режимы там зимние либо летние, если они будут обнаружены устройством. Вот. Давайте приступим. Так, не перепутать плюс и минус. Клещи раз, клещи два. Так, чик, устройство включилось, да? Ну, как видите, идет зарядка в максимальном режиме до 30 ампер. Устройство определяет постепенно, в каком состоянии у нас аккумулятор, подбирает напряжение и подбирает ток зарядки, да. Ну, видно, что у меня батарея более 80% уже заряжена. И слышно звук работы самого устройства. Понятно, что вот это как раз фактически максимальный режим, и действительно он работает шумно. Я сейчас потом покажу с менее емкой батареей. Вот, там вы видите. Ну, видите, показывает температуру в Цельсиях, в Фаренгейте, напряжение. И вот 29, ну, доходит до 29,9 ампер ток зарядки. 12 вольт у нас батарея. Так, давайте. Тут, в принципе, достаточно. Температуру, да, показала. Давайте отключим. Оп. Так, и теперь возьмем. У меня есть такая низкоемкости тестовая батарея для экспериментов. Это свинцово-кислотная AGM. Так, давайте поставим ее здесь. Так, выберем режим. Ну, эта батарея, она уже, емкость у нее практически отсутствует. Вот, поэтому на зарядку ее поставить не получится. Я выберу режим Repair и посмотрим, как она будет работать в этом режиме. Да. Вот, ну, это режим, когда используется низкий ток, видите, и устройство работает практически бесшумно. Обозначение пула означает, что идет восстановление батареи. Сами системные обозначения на экране можно подсмотреть в инструкции, да. Вот у нас тут есть off and full, температура, да, в общем, в инструкции все указано, все написано. Здесь у нас, да, вентилятор обдувает. Что ж, отключим. Опа, устройство отключилось. Итак, в общем, мои впечатления и, ну, не знаю, рекомендации или нет. В общем, устройство по мне вполне достойное, рабочее. Стоит ли его покупать? Вполне да. По цене уже ориентируйтесь сами. Ну, есть разные варианты, да. Вот. На этом, пожалуй, видео подошло к концу. Был рад вам рассказать. Если вам была полезная информация из этого видео, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если я смогу ответить, то, конечно же, напишу вам ответ. На этом все. Всего хорошего. До свидания.